Приглашаем совершить с нами путешествие по бескрайним степям Казахстана. Посетим север, юг, запад и восток. Меня зовут Сульмен Хуаныш. Я родился и вырос в Семипалатинской области, в Жарминском районе, в селе Чалабай. Трудовая моя карьера началась с учителя в школе. Шел отток населения с этой деревни. А исторически село Шалабай было родиной казахской белоголовой породы. Здесь начинали ее выведение в 30-х годах. Мен Балқыбаев Мақсат Кенжеұлы еңбек өтілім 47 жыл. 27 жылын мен сол Чапаев асыл тұқымды мал заводында әртүрлі мамандықты өткіздім. Оның ішінде 13 жыл бас зоотехник болып жұмыс жасадым. Меня зовут Косицын Александр Анатольевич. Я работаю директором ТО «Галицкая» в Павлодарской области. Заниматься породой Акбас мы начали, когда я работал главным зоотехником. В 1989 году были завезены первые 100 телок. Бычки были куплены племзавод Анкатинский и Чапаевский. Әкеміз біз енді өмір бойы Совет өкіметінің кезінде жастар арасынан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы ғой. Оны енді мақтаныш ретінде біз айтуға тиіспіз, өйткені бүкіл қазақ елі біледі. Бұл кісінің сөзі бар ғой, 5000 ауыл болса, сол көп болса, сол 5000 жігіт өз ауылына, туған жеріне, кіндік тамған жерге әрқайсысы көмек берсе, онда біздің Қазақстанымыз жайнап кетер еді дейміз ғой. Менің есімім Бекпердинов Болат Миғражұлы. Осы Шығыс Қазақстан Көкпекті ауданы Көкжайық ауылының тумасымын. Мал шаруашылығымен осыны көрейік деп, бизнес ретінде қалай бұл жұмыс жүреді деп, соны зерттеп, сол кезде маған Крючков деген жолыма кездесті. Өзімізде Қазақстаннан Ақбас деген мал бар, соны көрмейсің бе деп. Біздің шаруашылық 1996 жылдан бастағанбыз біз. Ауылдардың бәрі тарап кеткен уақыт болады. Соны біз құмнан жер ала бастадық. В свое время мой дедушка пришел с Украины, пришел по Столыпинской реформе. И мы с этого места никуда не сдвигались. Остались на этом месте. И я, конечно, потомственный крестьянин. В 2005 году уже, работая руководителем школы, я обратился к инвесторам о том, чтобы они вложили средства и помогли восстановить племенной завод Чалабай. В 2006 году хозяйство было зарегистрировано, и с 1 октября 2006 года начали работать. И в течение 12 лет я шел по карьерной лестнице и дорос до должности вице-президента Хасан Тимуржулы. Мне всегда говорили, хорошо учись, оқымаса мал бағасын. А сейчас наоборот. жылы Москвада ғылыми академия ашылған. 30 жыл Орынборда бүкіл одақтық етті сүтті ғылыми зерттеу институты ашылған. Қазақтың жергілікті сиырын, қалмықтың жергілікті сиырларын, оларды будандастырып, одан кейінгі сол уақыттағы 18 ғасырда Англияда шыққан Герефорд тұқымы, соларды 1930 жылдардан бастап әкеле бастаған. Жаңағы айтылған Орынбор болғасын, оның жан-жағындағы Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Семей,
осы жерлерде осы үлкен жаңа тұқым шығаруға бағытталған ғылыми жұмыстар жүре бастайды. Благодатные земли и климат Казахстана. Сама природа создала здесь благоприятные условия для животноводства. Новую породу крупного рогатого скота, казахская белоголовая, вывел Волгашинский племенной совхоз. Лауреат сталинской премии старший скотник Капыс Жубасов объезжает гурты коров новой породы казахской белоголовой. По 1400 граммов в сутки прибывает в весе этот бычок. Наш конек, наша гордость, казахская белоголовая. Совхоз очень тяжело жил. С кормами было тяжело, поливного не было, растениеводства. Все это делалось с багары. Часто были засухи, но в то время при советской власти был план по производству молока. Ну, молоко у нас в то время не пошло. И вот директор совхоза Литовченко Александр Федорович принял такое решение, что перевести все стадо на подсос, то есть на мясное скотоводство. Так как у нас недалеко Шалабай, там, где была выведена казахская белоголовая порода, то он также взял 9 коров. Из 9 коров мы поднялись до племенной фермы, потом племенного совхоза. До распада Союза, до 90-х годов, самым большим успехом было это большое поголовье. Более 2,5 миллионов скота в общей сложности по стране. По Казахстану было, кстати, этого скота. На выставках ВДНХ СССР, когда участвовали 15 республик, именно скот казахской белоголовой породы неоднократно занимал призовые места. На сегодняшний день мы очень хорошо помним победителя неоднократного. Это бык Брусок, который выступал от племзавода Халбатау. Абсолютно чемпион он был, и у него вес в возрасте 5 лет составлял 1480 килограмм. Когда был спад, 90-е годы, экономический спад, реформирование прошло, образование, значит, СНГ, вот этих государств, тогда оно всех затронуло. Затронуло в том числе сельское хозяйство, сильно затронуло и затронуло животноводство. А животноводство, мясное животноводство, которое держалось на казахской белоголовой породе, мы сильно потеряли поголовье. Много скота уходило за счет обмена на стройматериалы, на какие-то продукты, на заработную плату. Поколение селекционеров, тех, которые стояли у истоков образования этой породы, они отходили. Новое поколение не получало того образования, может быть, или не шло, допустим, в животноводство, потому что оно было не таким привлекательным. И поэтому мы потеряли связь с наукой. Часть породы потеряли, и, можно сказать, селекции. Ну, там, 2007, может, год, 2008 было порядка 97 тысяч голов скота всего казахской белоголовой породы. Все-таки в Советском Союзе была плановая экономика, да, и был план. Если, например, даже нас касаться, вот у нас же тоже, там, я говорю, что вот мы начали там заниматься казахской белоголовой, а в принципе, ведь тогда немножко нас еще жизнь сама заставила, потому что в хозяйстве было определенное количество овец, нужно было овец сократить, потому что проблемы были с выпасами. Коль мы жили-то в плановой экономике, да, и вот те, кто в то время работал, меня прекрасно поймут. Нужно было на количество, например, сокращенных животных овец, нужно было поставить обязательно количество там любых животных там. Ну вот мы сделали выбор все-таки на казахскую белоголовую. Аналық малдардың өзі деген 8-9 килоға шейін барады. Расколымыз бар, соған сыймайды линейкіге. Мүйіз деген кәдімгі қорағаштай, сондай малдар болды. 9-8 кило, 9 кило шейін барады малдың салмағы. Сондай ірі мал болды.
Москвадағы жаңағы ауыл шаруашылық көрмесіндегі осы мынау Шапай асыл тұқым зауытының сиыры, кличкасы Точка деген 920 килограмм көрсеткен. Ол өте жоғары көрсеткіш. Көптеген шетелдің ғалымдары айтқан, мынау 100 жылдың арасында болмаған көрсеткіш деп басын иген. Из самого Чалабая вышло 11 лауреатов Сталинской и государственной премии. Это по тем временам, это как сейчас получить Нобелевскую премию, например. 1 герой социалистического труда. Кстати, герой социалистического труда — это мой родной дядя, родной брат моего отца. И династийно я как бы продолжаю работу, которую вел мой отец, работая в этом заводе в качестве водителя и потом уже ответственно за технику, завгаром. А я продолжил работу своих предков, оставшись в этом селе. Но наступили лихие 90-е годы, как и во всей стране, пришла перестройка в начале. Перестроечный этап очень тяжело сказался на племзаводе Шалабай, потому что много причин, о чем можно рассуждать сейчас, почему он упал, почему разрушилось такое огромное хозяйство. Ну, наверное, была плановая экономика повлияла, во-первых, потом неподготовленность кадров, потому что рыночная экономика, она внесла свои коррективы. Ну, были трудности у нас в 90-х годах, когда как раз именно вот переходной период, когда переходили именно из СССР в независимый Казахстан. Вот в этот период были небольшие трудности, но племзавод Алабата четко устоял в эти трудные дни. Тогда не хватало, не было ни электроэнергии, не было ни горюче-смазочных материалов, не хватало, ни техники, запчастей техники не было. Тогда вот животноводы, вот эти потомственные животноводы, арбалармен, на бричках, на лошадях развозили корма, кормили скот, ночевали в базах, вместе со скотом принимали отел, выдержали, племенное ядро не потерялось, маточные поголовья сохранили. После распада СССР образовавшиеся тогда государства оказались в замешательстве. Если раньше экономики республик были взаимосвязаны и дополняли друг друга, то теперь каждой новой стране предстояло пройти собственный путь восстановления. Чтобы вывести сельское хозяйство Казахстана на новый уровень, понадобились годы. Были упразднены племенные заводы и племенные репродукторы. На их место пришли республиканские палаты племенного животноводства. А спустя еще время интерес к отрасли начали проявлять полной уверенности и решимости управленцы нового поколения. Кәсіпке келгенім енді өзі бұл 10 шақты жыл болды, 10-15 жыл. Енді келген себебіміз, бірінші мақсатымыз ол асыл тұқым малды дамыту. Енді көп бір жолдарды көрдік. Осы кәсіпті бастайтын кезде бір шетелге барып, Америкаға барып, сол жерде үлкен бір әсер алдым. Малдың қалай дамытып отырғанын асыл тұқымның. Сол ақырындап өзімізге келіп зерттесек, бізде де асыл тұқымды мал бар екен, ақбас малы. Содан бастадым. Енді өзіміз ағайынды болып бастадық бұл жұмысты. 150 бас құнажынан бастағанбыз, қазір бүгінгі 2,5 басқа жетеді. Қазір кезде енді малмен бірге, малдың қасында кім бар, бәрі дамиды. Қасында жүрген көмекшілерім, техника, мал, шөп, бүкіл қандай бізде істеп жатқан жұмысымыз шетелден барып қарап, ең дамыған мемлекет Америка болғаннан кейін сол жердің шөп дайындайтын, азық дайындайтын, сол жақтың техникасын әкеліп, жұмысты домалатып жатырмыз. Шаруашылықтарға малдың саны керек. Малдың саны болса, онда оны өңдеуге де, экспорттауға да қолайлы, дұрыс. Үлкен шаруашылық болса, субсидияны, мысалы, ол өкімет тарапынан жақсы бөлінеді. Енді ол біреу субсидия үшін емес, енді сол өкіметтің ақшасына қызық емес. Мәселе, мал шаруашылығын өсірсем, көбейтсем екен. Енді біздің қазақтың ата кәсібі бұл, мал шаруашылығы деген.
әкелеріміз мысалы жастарыңызды мал ұстады мысалы. Осыны қанша жылдан бері еңбек етті, 10-15 жыл осы кісінің өзінің еңбегі сіңді. Осы ауылды көтерем деп, осы ауыл жастарын көтерем деп, үлгі болсам екен деп, спорт мектептерін ашты, балабақша ашып жатыр өз қаражатынан. Мынау көп пәтерлі жаңағы қонақ үйін салып беріп жатыр. Құдайға шүкір, енді соны біз енді ары қарай өзіміз жалғастырып кетуіміз керек қой. Сондықтан осы малды көбейтсек деп, осы ертең біздің балаларымыз, қазақ жастары осындай әр ауылда 5 мың, 10 мың бас мал ұстап, асыл тұқымда соны шетелге шығара білсек, сол ауылдың адамдарын, жастарын жұмысқа ала білсек, солардың бәрін көтерсек, одан артық арман жоқ деп ойлаймыз енді. Что мне нравится в животноводстве, то, что все зависит от тебя самого. В других отраслях выиграл ты тендер, не выиграл тендер, получается. Ты сидишь, от этого все зависит от каких-то чиновников, от чего-то мнения. А здесь в животноводстве все зависит от тебя. Если ты вырастил качественное мясо, года 2-3, я думаю, мы выйдем на свой пик, зайти как минимум в лучшую десятку компаний в масштабах Казахстана, проявить со своей командой, что мы можем именно выращивать качественное мясо по хорошей цене и в конечном итоге выйти на экспорт в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, ближнее зарубежье, в Узбекистан тоже поставлять. Вот все к этому стремимся. Наше хозяйство находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Естественно, здесь растения, все травы, все, что горным растениям принадлежит, вот она у нас. В данное время вот казахская белоголовая порода, вот посмотрите на ее упитанность. Мына біздің ақбас бізге әбден үйренген, өзіміздің мына ауа райына өсірген мал ғой. Жаздың 55 градусқа дейін ыстық болады. Соған шыдайды. Осыдан 2 жыл бұрын қатты қыс болды. Бүкіл Қазақстанда 2 жыл бұрын ғой. Күндіз 35, кешке таман 40 градус, 45 градусқа дейін болды. Сонда бұл малдың, осы любой малдың әдеті. Түнде туады. Туады. Жаңа бұзау енді кейбірде үлгере алмай қаламыз ғой. Ұйықтап қалады, енді адам баласы ғой. Адам баласы болсын, ұйықтап қалады. Соны барса, ана бұзаулар қатып жатыр. Көз жалтырап. Қатып қалған мұз, тірі. Әкеп теплактың ішіне кіргіземіз. Жылынып кетеді, жүріп кетеді. Міне. Қандай керемет мал, да? Басқа мал болса өліп қалады. Работа с землей, она в себя включает каких-то там 5-6 месяцев. Через 5-6 месяцев от того, как человек вложил, например, купил семена, отсеялся, осенью получил свой урожай, получил прибыль и целых там полгода отдыхает. В этом плане животноводство, конечно, уступает, потому что надо с этим животноводством работать обязательно весь год. Скотину надо пасти, ее надо выкармливать, поить, кормить и зимой, и летом. Но в плане того, что в долгосрочной перспективе, конечно, земледелие без животноводства, а животноводство без земледелия не должны работать. Они должны работать в упряжке, в одной упряжи и дополнять друг друга, потому что зерно, бывает, годы настолько обесценивается и стоит там 5-7 тенге за килограмм, когда получается, что очень неэффективное было земледелие. И если это переводить в корм для животного и получать привес из животного и свой корм получать из мяса, то он естественным образом вырастает в своей цене. То есть предприниматель, вложив семена свои, там, ячмень или там, кукурузу, на выходе, получая это мясо по рыночной цене, он в разы увеличивает свою прибыль. То есть вся отрасль перспективная и привлекательная для молодых, тех же самых, во всем спектре своей деятельности. Согласно анализу Министерства сельского хозяйства Казахстана, животноводство как бизнес является одной из наиболее перспективных областей в сфере сельского хозяйства. Однако существует ряд проблем, которые серьезно тормозят развитие мясного животноводства в Казахстане. Пути их решения связаны в первую очередь с селекционной работой и увеличением численности маточного поголовья, организацией племенных репродукторов. Фермерам в одиночку с ними не справиться.
Так, благодаря созданной 20 марта 2012 года Республиканской палате казахской белоголовой породы, крестьянские хозяйства имеют возможность обмениваться знаниями и опытом. А здоровая конкуренция между породами работает только во благо животноводства Казахстана. Основная проблема на сегодняшний момент, я считаю, то, что каждый год, ввиду смены правительства, министерства, постоянно меняются правила игры. Кому-то нравится больше птица, кому-то нравится больше зерно, кому-то нравится там молоко, кому-то нравятся еще другие отрасли. Но в целом, учитывая структуру социальную нашего общества, где до 45% проживают в сельской местности фермеры, люди, то сам Бог велел, как говорится, развивать именно мелкие, средние подсобные хозяйства, которые будут, как маленькие ручейки, стекаться в большую реку нашей мясной индустрии, которая будет уже потом эшелонами уходить в поездах, в самолетах и в машинах за границу. Но самое главное не в виде сырья, а в виде уже готового продукта к потреблению, охлажденного или замороженного. Для того, чтобы улучшить качество поголовья, в первую очередь нужны денежные ресурсы. Я, например, не только как фермер, я просто как даже человек считаю, что государству давно нужно отойти от субсидий, которые выделяются на маточное поголовье, на приплод, там, во всех отраслях, что в молочном животноводстве, что в мясном животноводстве, в коневодстве. Везде нужно убрать бесплатные деньги. Не надо этих субсидий уже давным-давно. Государственные деньги не должны уходить, как в песок вода. Эти деньги должны аккумулироваться и выдаваться всем крестьянам, которые хотели бы взять кредиты на долгий срок. Дело в том, что те субсидии, которые сейчас получают фермеры, они, во-первых, в малом количестве приходят, но их не хватает всегда. И эти субсидии не позволяют сделать рывок в развитии хозяйства, так как на сегодняшний день, например, получая за тысячное поголовье коров 30 миллионов тенге субсидий, а по новым правилам уже 15 миллионов тенге, невозможно обновить парк техники. На сегодняшний день один комбайн стоит более 40 миллионов тенге. Поставить систему поливных машин, например, это 250-300 миллионов тенге. Так вот, если бы отменили субсидии, а государство эти дало деньги как в виде кредитов долгосрочных, когда бы фермеры сделали то, во-первых, они создали бы инфраструктуру, они бы создали себе кормовую базу, они бы создали электронного пастуха, изменили бы условия жизни, социальную часть изменили бы, потому что за эти деньги можно было бы построить новое жилье для фермеров. И в этой связи мы можем подойти к тому и сделать вывод о том, что почему на сегодняшний день молодежь считает и видит себя в городах, а не в деревне. Вот этот потенциал и та перспектива, она сейчас влечет людей, чтобы заняться этим делом. Но тут все упирается в вопросы не только доступности финансовых средств, но и доступности земельных ресурсов. Это очень легко решаемая и достижимая задача, но, к сожалению, она пробуксовывает в последнее время. Решение, оно на поверхности, и оно уже предлагалось, в том числе и мною. Это нужно облегчить, автоматизировать вопросы распределения земельных ресурсов. То есть сейчас это все на уровне субъективного характера, то есть это земельные комиссии, это никто не знает, есть ли свободная земля и где она, как используется земля. А эта земля, вы знаете, наше национальное богатство. А современные технологии, в том числе и использование идентификационной системы автоматизированной и космических технологий, позволяет очень легко отслеживать эффективность использования земельных ресурсов и с помощью экономических, не административных, экономических рычагов давления на эффективность, а это налоги прежде всего, можно легко заставить этого землепользователя, который плохо использует сейчас землю, либо активизировать свою деятельность, либо его вернуть государству, либо же продать ее на рынке. Что все три пути для отрасли и для общества было бы хорошо. Потому что сейчас, когда земельный налог низкий и когда отсутствует прозрачность, эти земли лежат впрок у многих. Они взяты на длительный срок, до 49 лет, и лежат на всякий случай, авось когда-нибудь пригодится. Потому как она
как говорится, запас карман не тянет, никаких расходов для землепользователя ему не несет. Бір топ біздің аграрлық комитеттің депутаттары 20 жылы ақпан айында үкімет басшысына депутаттық сауал жолдадық. Жалпы қазақтың ақбас тұқымының өте үлкен тектік әлеуетін ескеріп, оның біздің Қазақстанның табиғатына, біздің климатқа бейімділігін ескере келіп, жалпы ауыл шаруашылық министрлігі қолға алып, бізде бұл тұқымды дамыту бойынша арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдану керек деген ұсыныс бердік. Бұл саладағы мәселелерді шешу үшін кадр мәселесі. Ол бірінші малшы мәселесі. Біз енді өңірлерді аралағанда көп жағдайларға куә болып жүрміз. Малшы маманның тапшылығы. Малшы жоқ. Неге? Бұл мәселені шешу үшін біз берген ұсыныстарда жалпы малшының мәртебесі қаралу керек. Бұл мемлекеттік көзқарас керек. Мүмкін бұл мәселені шешу үшін үлкен бір әлеуметтік пакет қарастырылу керек. Оның жаңағы зейнетаққа шығу жақсы ма? Оның шалғай, жаңағы ауылдарда шалғай жайылымда қысы-жазы жұмыс жасайды. Оның жаңағы балаларының ертең интернатта орналасу мәселелері, оларға оқу мәселесі, білім алу, грант мәселесі бір кешенді түрде үлкен жаңағы бағдарламада қаралу керек. Не только размеры пастбищ и корма имеют значение в животноводстве. Как и в любом другом деле, все решают кадры. Животноводы и зоотехники, а в нынешнее время технологизации и автоматизации производства, инженеры техники и операторы цехов по приготовлению кормов. Все они участники большого экономического процесса по производству и экспорту мяса, мясной продукции и племенных животных. Мировые лидеры мясного скотоводства ушли в цифровизацию, они ушли в анализ больших данных дат. Индексная оценка, геномная оценка – это все начинается со сбора качественной информации, ежедневной информации, точной информации. И я с гордостью сообщаю, что с 2020 года Республиканская палата казахской белоголовой породы становится с ними в один уровень. Мы смогли, несмотря на все сложности, привести сюда технологию канадской компании GrowSafe, установить ее в 4 областях. Таким образом, сегодня уже мы в течение следующего года, в течение даже нескольких месяцев после начала испытаний, мы можем получить конкретные данные, которые будут непредвзяты, которые будут основаны не на нашей любви к нашей породе, а основаны на жестких статистических данных. И мы докажем таким образом, в чем преимущество казахской белоголовой породы и почему эта порода достойно может занять свое место среди других мировых лидеров, среди других мировых пород. Уже сейчас к нам приходят просьбы с тем, чтобы мы поставили семя этой породы в Аргентину, в Европу, в страны Африки, Монголия и Узбекистан, Россия. Я про эти страны даже не говорю. Это своего рода свершившийся факт. What we're doing with our data decision platform is we're measuring feed intake and performance of the animals. Мы измеряем потребление корма и продуктивность животных, а затем мы берем эти фенотипические данные и объединяем их с информацией о родословной. После рассчитываем и предоставляем так называемые ожидаемые различия потомства. Это нужно, чтобы знать, какой самец и какая самка являются наиболее эффективными в кормлении, потому что они, как правило, передают эту особенность своему потомству. Вот почему точные данные о животных так важны для фермера. Это помогает ему работать над качественным улучшением поголовья. Сейчас мы внедряем новую технологию по оценке животных, да, там, канадскую, которая позволит уже производить оценку быков по качеству потомства на более современном уровне. Там, то есть уже с учетом потребляемого корма, потребляемой воды, какой привес за определенный период дает. Это же мы все это внедряем для того, чтобы все-таки сегодня иметь более качественных животных. Екі сым өтіп тұр. Ол сым неге жалғанады? Аккумуляторға. Сол аккумулятор 6 вольт ток береді. Аккумуляторға зарядканы беретін күн сәулесі. Бұлай ешқандай қиыншылығы жоқ. Құрғанда
арматур стойкамен қағып жерге тоқты өткізіп изолятор арқылы құрылады. Бұның тиімділігі бұқа бөлек ұсталынады, бағылады. Жерді тиімді пайдалануға болады. Басқа малдармен контакт болмайды бұқалар. Өздері жеке жайлады. Күніне бір рет кеп, малшы емес, қазір оператор деп атаймыз ғой оны. Тексеріп кетеді күніне бір. Бәрі орында ма, ішінде бұқа түгел ме деген сияқты. Бұл еш қиындығы жоқ. Керемет нәрсе, бәріне ұсынамын. Без науки на сегодняшний день работать практически невозможно. В чем это выражается? Для того, чтобы получать лучших привесов, для того, чтобы улучшать качество потомства, для того, чтобы правильно проводить зооветеринарные мероприятия, необходимы научные знания. На сегодня, вот если брать по опыту казахской белоголовой породы, например, по опыту Республиканской палаты, которая курирует эту работу, проводятся многочисленные семинары. Сейчас начинают привлекаться научные консультации, где мировые специалисты, такие как Даниэль, вот, например, приезжали к нам канадские специалисты, Родни Гилфорд. Они проводили, и наши свои ученые казахстанские, проводят обучающие семинары, проводят просто выездные поездки по хозяйствам и дают свои рекомендации по правильному разведению, ведению не только селекционной работы, но и, например, зоотехнического учета, ветеринарии. Не будет преувеличением сказать, что казахская белоголовая порода – это символ мясного животноводства Казахстана. Сегодня эта порода широко распространена в стране, и численность ее составляет более 400 тысяч голов. Но это далеко не предел. Фермеры настроены на увеличение поголовья казахской белоголовой породы. Популяризация мясного животноводства и продвижение бренда «Казах Ахбас» – это завет предков и долг перед будущими поколениями. Қазақстанның географиялық орналасуы, мысалы, Ресеймен және Қытаймен шекаралас болуы осы мал шаруашылығын Қазақстанда дамытуға үлкен жағдай жасайды. Неліктен? Себебі осы екі мемлекет әлемде жаңағы ет импорты бойынша бірінші орында. Яғни біздің экономикалық әлеуетіміз бар, біз оны қолдануға қажетпіз. Осы мақсатта бірінші кезекте жаңағы шикізатты өндіруді алға қойып қажетпіз. Екінші этапы ол ет өндіру кешендерін салу, солар арқылы дайын өнім ол экспортқа шығару. Жалпы осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз. Преимущества этой породы вот на казахстанской земле они налицо. То есть не зря в свое время создали. Мы надеемся, что мы будем продавать не только, как говорится, мясо, но придет время, когда мы будем продавать и племенную продукцию. Как сейчас это делают многие развитые страны по животноводству. Это Австралия, Канада, США. Для них статья экспорта племенной продукции занимает довольно большую долю в их общем объеме экспорта сельхозпродукции. С 2021 года мы предлагаем нашим членам палаты в системе внутри структуры палаты все хозяйства разделить на 4 класса. На 4 класса и с таким намерением, что только первый класс будет продавать быков, испытанных, оцененных под присмотром палаты. Таких хозяйств будет очень мало, но они будут элитными. Другие хозяйства, второй класс, это уже массовое производство маточного поголовья и племенных быков второй категории для программы СБГ, для беспородного скота и так далее. Но они должны генетику свою получать сверху от хозяйств, которые будут в первом классе. У нас на племзаводе, например, полученный весь молодняк, он у нас до 11 месяцев выращивается. Потом реализовываются бычки, на племпродажу идет, телочки на племпродажу идут. Быки-производители у нас делятся на категории, например, которые с ДНК-анализом, они первой категории, и без ДНК-анализа на второй категории. Но максимально у нас, наверное, 10% только мы оставляем, которые не подтверждаются ДНК-анализом, а остальные 90% полностью все подтверждается анализом, и по первой категории мы их реализовываем. То новшество, которое мы вводим по категориям,
конечно же, оно будет сегодня стимулировать крестьянские хозяйства, которые будут заниматься реализацией племенного поголовья, да, все-таки иметь у себя в хозяйстве большее количество там животных второй, третьей, четвертой категории, нежели там первой. Там есть определенные критерии, которым должно хозяйство обладать для того, чтобы реализовать скот по более высокой цене. Біздер намыстанамыз, мал бақсақ. Жігіттің өзі намыстанбас, оның әке-шешесі намыстанады. Қой дейді мен ол. А ол 1-2 жылдан кейін басқа маман, өзінің жеке шаруашылығына шығады. Солай үйреніміз керек бізде. Басқа жол жоқ бізде. Молодежь не хочет идти, потому что все хотят, в большинстве случаев люди хотят работать в городе, никто не хочет пока идти, к сожалению, на село. Создали какие-то социальные пакеты, в принципе, пригласили молодых специалистов, мы изыскали средства, купили им дома, сказали, что в течение 5 лет, если вы отрабатываете, соответственно, получите это жилье, вам достанется. Адам бірдеме тұрғаннан кейін ауылда жерде сен бірдеме өңдеу керексің, не мал өсіру керексің, не жеміс жидек өсіру керексің, не бидай егу керексің. Біз машина шығарып атқан жоқпыз. Мерседес шығарып атқан жоқпыз. Біз жаңағы Land Cruiser шығарып атқан жоқпыз. Я айналайын, мына малға ие болуымыз керек. Өзіміздің мұны бізге ата-бабамыздың келе жатқан мал. Осыны біз көтеруіміз керек. Те зоотехники, которые выводили эту породу, они именно взяли лучшие гены. И я так считаю, что на земном шарике лучшей породы, как казахская белоголовая порода, нету. Все племзаводы знаменитые были на закате, было очень тяжело. Мы создали новое крестьянское хозяйство и генотип, генофонд сохранили. Мы сейчас об этом нисколько не жалеем. Сейчас только остается передать вот этот генофонд своим потомкам, своим детям и создать такие условия, чтобы им было интересно. Для развития племенного животноводства и увеличения поголовья скота мясного направления у казахстанцев есть все необходимое. Выведены селекционерами уникальный генотип казахской белоголовой породы, обширные пастбища и, самое главное, бесценный опыт фермеров. Казахская белоголовая порода представляет собой образец успешной работы племенных хозяйств. Пережив за 70 лет и взлеты, и падения, сегодня Казах Ахпас – это уже зарекомендовавший себя национальный бренд. Достаточно лишь проявить трудолюбие. И каждого, кто решит заняться разведением скота казахской белоголовой породой, непременно ждут успех и процветание. Қазақтың ақбас сиырын бүкіл дүние өзі білет десек айып етпейсіздер. Бәрібір еш уақытта да қайтпау керек. Оңай емес. Бұл ата-бабамның кәсібімен айланысатын азаматтарды мен қолдаймын әрине. Жастарды қолдаймын. Сондықтан да мен жастарға айтар ақылым да, берер батам да, осы жастар еш уақытта алға беттен таймай, біздің қазақтың ақбас сиырын бәпелеп өсіріп, Қазақстанды арғай дамыту керек. Ат салысу керек бұлар. Ертең бүкіл дүние жүзінде бізді қазақтың ақбас сиырының етін барлығы да бағалап, сатып алып жатса, ол біз үшін үлкен құрмет. Сондықтан да мен бүкіл жастарға тілейтінім сол. Сондықтан да осы қазақтың ақбас сиырымен барлықтарыңызға айдалысуға ат салысыңыздар деп мен сіздерге алғыс айтқым келеді.